Суд, по идее, любой суд, он должен быть нейтральным, он должен быть независимым от сторон. А когда вы в государстве судитесь с государственным же судом, то государство, получается, судит себя само. Закон к праву не имеет отношения, закон это просто приказ государственный, которому должны все подчиняться. Значит, давайте так, начнем с того, что закон и право ничего общего между собой не имеют. Это процитировал наш читатель, слушатель, значит, зритель. Он процитировал это формулировки или ООН, или Декларация прав человека. То есть это этатистский документ, задача которого объяснить, что якобы закон это превыше всего, что закон это высшая форма существования права и так далее, и так далее. Нет ничего подобного. Закон к праву не имеет отношения. Закон это просто приказ государственный, которому должны все подчиняться. Относительно равенства перед законом, чепуха этой формулировки исходит уже хотя бы из того, если мы возьмем природу государства. Природа государства такова, что в государстве всегда существуют две огромных группы граждан, полностью неравных в своем положении. Одни – это нетто-плательщики налогов, и вторые – нетто-получатели налогов. То есть в современном государстве, как правило, люди что-то получают из бюджета и платят в бюджет. Так вот, есть те, кто в основном получают, например, чиновники, они получают, они не платят налогов. То, что они платят в виде налога, это просто круговорот одних и тех же денег. А есть люди, которые работают на рынке, и у них забирают половину заработанного. То есть они, может, что-то получают тоже из бюджета, но мизер. По сравнению с тем, что забирают у них, это копейки. То есть в итоге получается, что люди разделены на эти две части. И они никак не могут быть равны. То есть одни живут за счет других. Что здесь? Какой тут закон может это выровнять? Или они могут быть равными перед чем-то? Нет, конечно нет. То есть закон пишется одними людьми для других, для применения к другим людям. Задача закона – это сделать налогообложение безнаказанным грабежом. То есть это грабеж по своей природе. Если вы почитаете, откроете криминальный кодекс государственный и найдете статью «грабеж», то там написано ровно то, что делает государство с человеком. Вот. Но закон, благодаря закону, грабеж превращается в налогообложение, и это означает, что те, кто ведут этот грабеж, выводятся из-под правового наказания, то есть из-под правовой ответственности. По праву чиновник виноват, то есть чиновник является преступником, потому что он грабит, он силой отнимает деньги у человека, трудящегося. Но по закону он не виноват ни в чем, потому что он типа делает то, что предписано Конституцией, законом и так далее. То есть, а в законе написано, что такое налог? Налог – это безусловный платеж. Хотя на самом деле не платеж, мы же не платим добровольно, у нас его силой забирают. Вот. Безусловно, это значит, вам за это никто ничего не обещает. У вас отнимают деньги и все. А дальше вы ждете, что там вам за это решат те, кто у вас эти деньги отобрал. То есть, видите, здесь нет оснований вообще даже для разговора о каком-то равенстве там или еще чем-то. Нет. Равны перед законом все, кто не является бенефициаром государства. Вот так можно сказать. Да, если вы не бенефициар государства, то государство относится к вам как к рабам, по сути. Вот ситуация с консульскими услугами это показывает как раз. По закону они должны оказывать услуги. Вот. Они ни в чем не виноваты. Суд, человек по принципу, пока суд не признал его виновным, то есть его нельзя наказывать. А здесь наказание. Человек ни в чем не виноват. То есть он что, подписывал в военкомате какое-то обязательство там явиться к такому-то числу, а потом не явился, и тогда его надо наказать? Нет.
То есть он жил себе, как бы рассчитывая на закон, а закон теперь сейчас повернут против него. Кто его повернул? Те, кто управляет законом, то есть законодатели. Вот уже само понятие существования вообще закона означает, что уже есть те, кто его сочиняет, и те, против кого это сочиняется. Потому что право, система правовая, там нет права создавателей. Право никем не пишется, право никем не создается. Право является спонтанным порядком. Оно возникает в среде, в человеческом обществе, в процессе человеческой деятельности. Это набор норм, которые мы сами вырабатываем в виде в процессе нашей деятельности, отбрасывая те, которые плохо работают, и сохраняя те, которые работают лучше. А закон нет, закон это текст. То есть это культ текста. А текст этот, он выгоден тем, кто его пишет. Человек, пишущий закон, не пишет его против себя. Зачем тогда его писать? То есть, поймите, законодательная система нужна для того, чтобы вывести государство из-под действия права. Вот, это уже нарушение всех, что известных человечеству правовых норм. Поэтому ни о какой равенстве, ни о каком равенстве говорить нельзя. Это просто политический лозунг, который не имеет под собой никаких оснований, и, выглядит абсурдно и так далее. То есть тут не о чем даже разговаривать. Суд, по идее, любой суд, он должен быть нейтральным, он должен быть независимым от сторон. А когда вы в государстве судитесь с государственным же судом, то государство, получается, судит себя само. Вы приходите в суд со стороны как бы, а государство со своим судом вместе против вас. А вам еще говорят, так мы же все равны. Ну что же вы, мы же равны перед этим судом. Ну, абсурдность очевидна, то есть тут даже не о чем разговаривать. В этом все дело, что эти это, понимаете, право, вот это право, это не право. Вообще вот эта вся система ООНовских прав, это полный абсолютно политический вымысел. Это шариковщина в чистом виде. То есть право существует только одно, вообще право есть только одно. Это право собственности. То есть право собственности человека на самого себя и на его собственность, полученную правовым путем. А правовой путь – это как раз результат действия спонтанных порядков. То есть в процессе развития общества люди установили, что правовыми являются вот такие пути приобретения собственности. Собственность можно взять, присвоить ничье, если вы ничье присвоили. Можно купить, можно обменять, можно получить в подарок и можно унаследовать. Все. То есть здесь нет, заметьте, здесь нет приватизации государственной собственности, ну и всякой прочей хрени этой. То есть вот и все, вот право собственности. То есть любое право, какое бы вы ни взяли, вот в этом перечне, это искусственное право. Существует только одно право собственности. Потому что когда, например, говорят, а как же свобода слова? Свобода слова – это право собственности тоже. То есть здесь что, в чем проблема? Вы хотите донести людям какой-то свой месседж, свое какое-то сообщение. Вам нужна для этого вам необходимо право собственности на себя, то есть чтобы вам не мешали говорить и действовать в этом виде как спикер, так сказать, как источник информации. И второе, вам нужно право собственности на те инструменты, механизмы, помещения, например, где вы хотите обратиться. То есть вам нужно иметь право собрать аудиторию в нужном вам месте и бесконтрольно, безнаказанно сообщить то, что вы хотите донести до людей. Это может быть газета, это может быть телеканал, это может быть там сайт. Все это сводится к собственности. В данном случае речь идет о собственности вашей на себя и о собственности людей, которые ведут хозяйственную деятельность, экономическую деятельность. Вы с ними заключаете договорные отношения, я хочу распространить там это или еще что-то. Вот, то есть свобода слова – это про право собственности. И любое, нет никакого права на труд, например. Нет права на труд.
Труд– это услуга, которую мы предоставляем на рынке. На рынке, в свободном рынке, постоянный дефицит труда. То есть постоянный дефицит. Спрос превышает предложение. Поэтому зарплаты на рынке всегда, все время растут. Как бы там ни было. То есть человек продает свой труд все дороже и дороже. Он не реализует никакого права на труд, потому что он выбирает между ценностями для себя. Ценность труда, то есть труд– это тяжесть, это неудобство, это отрицательная полезность, как говорят экономисты. Но почему мы выбираем труд? Потому что нам нужны результаты его. Результаты мы их ценим выше, чем безделье. Но если результаты труда мы ценим ниже, чем безделье, то мы лежим на диване. То есть труд– это выбор, элементарный выбор в виде деятельности. Никакого права здесь нет. Нет права на отдых, потому что это опять возвращает нас к выбору между бездельем и трудом. То есть права на отдых нет никакого права. Что там еще они в правах записывают? На образование. Нет, тоже нет такого права у человека. Образование– его дело абсолютно. Это зависит от его целей. И если он ставит цели и использует в виде средств достижения цели образование, он это делает. Потому что образование– это расходы, это вы тратите время, силы, энергию и так далее. Вы должны понимать, цените ли вы результаты этого. А когда образование, например, нужно для того, чтобы от армии закосить, то это совсем другое. Это вы играете в кошки-мышки с государством. То есть тут никакого права нет. То есть все, что вы не возьмете вот в этом перечне прав, это старые социалистическо-коммунистические игры. Они были затеяны, этатизм, ну, они выродились в этатизм, потому что социализм дискредитировал себя. И в этатизм, а этатисты, они все время пытаются доказать, что как бы их понимание жизни, их понимание образа жизни, оно более гуманно, более человечно, более, значит, правовым является, чем капиталистическая, которая эгоистична, там, стяжательская, там, и так далее, и так далее. То есть все это туфта, это полная, то есть не имеющая под собой никаких оснований. Потому что человек живет, смысл жизни человека– улучшение своего состояния. То есть улучшение, чтобы завтра жить было лучше, чем сегодня. Для этого ему надо удовлетворять свои потребности. Любые, материальные, нематериальные, любые. А чтобы удовлетворять эти потребности, ему нужны цели. Он ставит перед собой цель. И он подбирает средства достижения этих целей. А цели и средства, процесс постановки целей, выбора целей, и подбора средств связан с выбором между тем, что вы выбираете, что остается невыбранным. Это та цена, которую вы платите. То есть, придя в магазин, имея определенную сумму денег, вы можете купить только холодильник или только стиральную машину. Вы выбираете холодильник, стоимость вашего выбора, цена как бы вашего выбора– это цена машинки. Вы не купили машинку, вы отказались от нее. Вот это вы потеряли, это ваша цена того, что вы выбрали холодильник. Вот это простая экономика поведения. То есть здесь есть только одно право, право собственности. И право, оно возникает именно в обществе, где возникает разделение труда. Потому что пока вы ведете натуральное хозяйство, обслуживая себя только, себя и свою семью, например, то никакого права вам не нужно. Вы вообще ничего не знаете об этом. И знать это и не надо знать. Никакой правовой системы нет, потому что нет разделения труда. Нет обмена. Как только появляется обмен, все, сразу становится вопрос о праве собственности. Право собственности стало на повестку дня, человечество решает его известными давным тысячелетия уже методами. Ну вот, собственно, потому и в виде вот заповедей, так сказать, церковных, вот этот 10 заповедей, да, это тоже, в принципе, переигрыш вот идеи права собственности. Потому что там все сводится тоже к праву собственности. Потому что не убей, не укради– это просто право собственности. А потом все это производные. Вот. То есть церковь тоже попыталась взять просто из жизни эти нормы и разукрасить их, немножко приукрасить, так сказать, для того, чтобы доказать, что они, в общем, круче, чем человек. Человек верующий, типа, попадает в более привлекательную среду, чем неверующий. Но, по сути, ничего это не меняет.
Право остается правом, право остается с нами. Пока существует общество, существует право. Ничего тут нельзя сделать. Ни государство, ни... Государство может и занимается ограничением сферы права, ограничением сферы действия права. Вот право в Украине, например, оно практически сведено к бытовому уровню. Причем я недавно прослушал видео, профессор университета украинского рассказывала про теория права, что-то такое. Я был, не мог пропустить. Я прослушал, я потерял час времени, но я послушал. Это просто бред. То есть это такая шариковщина. Ну, это вообще, каждая фраза не имеет ничего общего вообще с пониманием права. Они понимают право как перечень законов. Вот Верховный Совет решил, все, значит, право вот такое. Там, то есть они к праву они даже не подходят. То есть они говорят, что это что-то в древнем, там, римское право какое-то было, а теперь законы, вот это оно, самое оно. То есть в их логике правовая система — это то, что в логике нормального человека система вмешательства в право. То есть они вмешиваются в право. Вот это они правом и называют. То есть тут я могу вспомнить, если вы не поленитесь, вы можете найти в интернете видео с лекциями профессора Четвернина. Такой есть профессор московский. Он в свое время изложил вот свою какую-то такую доктрину права. Она достаточно хороша. Вот он дает некие основы. То есть у него, ну, он в принципе придерживается в конечном итоге этатистских взглядов, но он очень хорошо разделяет вот логику права, значит, право рыночное, так сказать, право, то, что мы называем правом, и право потестарное, то есть право этатистское, вот закон, то есть то, что называется законом. Вот он четко разделяет эти вещи и объясняет, откуда это разделение растет, как оно возникает и к чему это ведет. То есть этатистское право законодательное, оно ведет в конечном итоге к социализму, ну, стремлению к социализму. А право, то, что мы называем правом, природное право, естественное право или там, так сказать, как угодно, к капитализму, то есть к свободному рынку, к правовой культуре. Вот, если вы посмотрите, Четвернин очень популярно это все объясняет, просто именно с точки зрения подачи у него прекрасная манера излагать. Вот. Но в остальном я очень советую Мизеса. То есть человеческая деятельность, я вам советую обратиться к этой книге. Вот, скоро она уже скоро она выйдет на украинском языке, а на русском и английском она доступна, и причем она доступна и бесплатно в интернете. Так что вот пользуйтесь этими источниками, а не документами ООН.